Всем привет! Приветствую вас на канале Пчеловод 31. Меня зовут Роман. Это будет вступительный первый ролик 2024 года. Не снимал видео, был сильно занят. У меня тут стройка. Расскажу, что у меня произошло за зиму. В общем, не перезимовало у меня две семьи, потому что были слабые, корма у них были, вот, но ударили сильные морозы, пчелы было мало, пчела замерзла, не смогла себя обогреть. Осталось 3 семьи. Весна у нас в Белгородской области, в Белгородском районе была стремительная. То есть было очень тепло, было резко очень тепло, все зацвело, все быстро очень отцвело. То есть пчела даже не могла, и дождей не было, то есть даже пчела не могла найти толком нектар. Что мне помогло в развитии, это то, что я ставил им прошлогодние рамки на обсушку. Вот, то, что 2 семьи, которые погибли у меня, я у них вытащил рамки, поставил на обсушку. То есть вот эти вот пчелы, вот эти вот 3 семьи, которые у меня остались, это все 3 раевые семьи, которые были пойманы в прошлом году, они благодаря этому ушли хорошо в развитие. Вот, я их перевез на новое место, то есть я строю дом. Вот, теперь у меня пчелы находятся вот здесь вот. Солнышко светит очень хорошо, уже вечер. Тут вот у меня под виноград сварили, покрасили. Вот у меня эти 3 семьи. Вот она, у меня одна семья стоит. Надо, кстати, номерки приделать. Я им тут водичку подлил, пчелки еще летают. Вот, водичку носят. Очень не любят они у меня камеру GoPro, я заметил, потому что когда хожу, я просто хожу к пчелам, то есть рядом с ними хожу, они реагируют нормально, то есть я могу к улью спокойно подойти, и без камеры я залазил в улей, меня ни одна пчела даже не пыталась ни убить, ни ужалить, ничего со мной не пыталась сделать, я только беру камеру в руки, все, на меня пчелы начинают сразу нападать. Вот, то есть как бы проблема небольшая. Вот эти пчелы развиваются хорошо, я им поставил магазины, там уже где-то было по 8 рамок пчелы, ну почти по 8, где-то по 7 рамок пчелы, по-хорошему я им ставил вощину, вот, пчелы развивались. Вот эта семья, я ее перевез самый последний, я очень долгое время находился здесь и не мог контролировать развитие данной семьи, потому что она осталась там, у моих родителей стояла, и я не мог посмотреть, что там, чего там. В общем, с горем пополам я ее перевез. Проверил, я ее не расширял, она поэтому осталась самая слабая. Здесь было 5 рамок, всего лишь 3 рамки получилось расплодных было, и, грубо говоря, там, ну, почти типа как 2 кормовые. Вот, но пчеле негде было, матке негде было сеять. Матки негде было сеять, поэтому развитие у этой семьи слабее, чем у остальных семей. Так что я поставил, немножечко расширил эту семью. Все, как бы, ну, немножко, не сильно там расширил. Магазин я поставил им потом. Магазин, когда я ставил, оказалось, что у этой семьи что-то случилось с маткой. Потому что они оттянули свищевые маточники. Не было ни одного яйца. Была личинка. Однодневная личинка была. То есть где-то 4 дня матка, как бы 4 дня назад эта матка была. Вот. И я уже смотрел, уже были маточники. Они были не запечатаны, но там были личинки уже с молочком. Они были в середине гнезда на 2 рамках. Свищевые маточники. Так что вот будем контролировать эту семью. Из-за того, что у нас была такая стремительная весна, то, что у нас все здесь отцвело очень быстро, много пустоцветов было, завязалось очень мало всего. Ну, в принципе, нет, не везде мало всего там, то есть там, где пчелы стояли у меня у родителей, там, в принципе, все хорошо, все довольно-таки неплохо, и черешня, и вишня, всего много. У меня, допустим, сад только-только растущий, он болеет, все. Кстати, вот интересная теория, я не знаю, теория, не теория, это у меня колоновидная черешня, Сильвия, вот она у меня вся погрызанная. Это, конечно, не пчеловодство, но вот она у меня вся погрызанная, все жуками погрызана, все, вот они сидят, эти жуки, они едят ее. И у соседа, в общем, не было. 2 года сосед как приехал, построил дом, и получилось так, что начало СВО,
Он уехал с семьей, все бросил, дом на продажу поставил. Вот, в общем, вот только в этом году этот дом купили. Вот, и вот эти вот деревья все, они стояли просто так, без ухода. Без ухода, без подрезки, без обкопки. То есть никто приствольный круг не обкапывал. И эти деревья выросли лучше, чем у меня, и никто не болеет. Там и нектарин завязался хорошо, и вишня хорошо цвела. У него вишня цвела, у меня уже отцвела полностью. Ну, это не о пчелах. В общем, вот такие вот дела. Это вот по 3 семьям, которые остались. Ульи я покрасил, получил паспорт пчеловода. Что еще сделал? За зиму сделал новые ловушки. Вот, сделал много новых ловушек, уже расставил. Сегодня у нас 6 мая. Ловушки висят, но роевая пора в я не знаю, я смотрел видео на ютубе, там ждал, там, где у кого когда роевая пора, пишут там вот 27 там, апреля рой полетел. Не знаю, вот честно скажу, развитие семей, оно не такое уж сильное, прям чтобы можно было... Не, ну раи, конечно, где-то будут, то есть я поставил ловушки, раи, конечно, где-то будут, это 100%. Вот. Ну, ловушки будем проверять, будем смотреть, будем докупать новые ульи, вот, расширять, так сказать, свое подсобное хозяйство. Вот такие вот дела. В семьи сейчас я лезть не буду. Хотел, думал показать вам, посмотреть, но думаю не буду. Зачем тревожить пчел? Сейчас не хочется. Они там хорошо только освоились, начали летать. Здесь почему я сюда их перевез? Почему я не оставил их там? Здесь у нас хорошие, надо посмотреть, у нас много цветет всего. Там у нас лес, там у нас еще один лес, там у нас дачи. В общем, у нас много чего растет, много чего цветет на этих дачах и в лесу тоже. Поэтому, мне кажется, этим пчелам будет намного лучше здесь. Ну, не то, что пчелам, то, что медоносная база здесь лучше. По крайней мере, для меня это хорошо будет. Посмотрим, как в этом году получится отработать с пчелами. Какие еще новости вам рассказать? Хотел вывести маток в этом году, но для того, чтобы вывести маток, надо хотя бы для начала какую-то более-менее породную хотя бы матку одну купить от нее, чтобы она отложила яйца, и уже на этих яйцах, чтобы можно было сделать что-то более-менее похожее на медоносных, на миролюбивых пчел. Ну, пока что маток нету, пока только неплодные матки у нас. Я смотрел там по Белгороду, только неплодные пока что, естественно. Вот. Ну, посмотрим. Может быть, в этом году куплю матку и попробую вывести своих маток. Это будет мой первый опыт, потому что это 2-й год, как я занимаюсь пчеловодством. Много опыта я получил в прошлом году. Вот эта вот поилка, да, вот тут просто корыто из-под рассадника. Вот, я туда деревяшечку бросил, они эту воду пьют. Было у меня, стояла, может быть, вот банка стояла, вот эта вот банка стояла, и стоял пластмассовая поилочка такая для пчел. Ни одна пчела, я сколько помню, блин, у меня там банка стоит, там чуть ли не неделю, там, в этой банке воды просто валом, думаю, пчелы воду не берут, ну, все хорошо. Тут у меня небольшой хаос, стройка продолжается. Вот. Вот она, кстати говоря. Это поилочка. Вот такая вот поилочка. Вот она. Дрянь редкостная. Сколько смотрел, сколько она там стояла, сколько она тут стояла. Ни одна пчела никогда не брала оттуда воду. То есть я вот поставил им эту банку на вот это вот подкорытника, рассадника. Пчелы сидят постоянно, ежедневно, с утра и до вечера они там берут воду. Я им все время подливаю. Я ставлю эту 3-литровую банку туда, там, по канальцам, она разбегается, расходится. Поэтому я понял, что вот эта вот поилка, это фигня на постном масле. То есть я буду делать нормально, ну, бочку, конечно, бочка, она ржавеет, окисляется, надо что-то сделать пластиковое. Вот, положить на куски, ну, можно даже те же самые деревяшки положить, пускай пчелы на деревяшках плавают. Сидят спокойненько и берут воду. Потому что вот эта поилка, которая продается в пчеловодном магазине, меня не устроила. Вот так вот. Вот такие дела.
1 апреля я снимал видео по пересадке пчел из деревянного улья в ППУшный улей, потому что, ну, и видео что-то там не выложил, замотался, потом думаю, блин, капец, там видео 1 апреля снималось, уже там середина апреля, только в отпуск вышел, середина апреля, думаю, не буду ничего выкладывать, уже смонтирую как-нибудь потом. Ну вот в данный момент, так сказать, вступительное видео, я туда добавлю, так сказать, вырезки. Ну, пересадку там показывать сильно не буду, я думаю, мало кому интересна пересадка. Покажу строение ловушек, которые я сделал из прессованных бочек, из прессованной, ну, там, бумаги. И сама ловушка. Сама ловушка. У нас вот такая вот бочка. Купленная за 50 рублей. За 50 рублей купленная, денег не жалко. Покрасил ее, купил банку краски, по-моему, за 200 рублей. Вот поставил сюда вот так вот рамочки. Надо будет их нормально дощечкой еще скрепить, чтобы они вот так вот стояли все. Вот, ну это как бы, когда буду собирать уже, вот так вот скреплю. Здесь спереди прорезать надо литок. То есть вот получается, вот он саморез, вот он саморез. Ну вот где-то вот так вот прорезать надо литок и покрасить на второй слой защиты от воды. Все, и сюда холстик прибить потом. И можно такие ловушки вешать, не жалко. Если украдут, как в прошлом году, не так жалко. 50 рублей не та сумма, за которую можно расстраиваться. Вот. Ну и в следующем видео, надеюсь, уже где-то будет это середина мая, поедем проверять ловушки. Будет первый, такие сказать, информационный. Может быть, даже если повезет, будут раи. Ловушек поставил много, с надеждой, что поймается много раев. Так что всем до скорых встреч, увидимся в середине мая. Всем пока.